Здравствуйте, уважаемые зрители! Не так давно на моем канале вышло сразу несколько видео о самолетах аналогичной конфигурации, не вполне аналогичные роли, но тем не менее можно сюда отнести Ту-2, Bf-110, Москито, и я решил рассказать еще об одном самолете, который также является двухмоторным и классифицировался как тяжелый истребитель, а именно Ки-45 Торю. Ну и также про те самолеты, которые были разработаны на его основе, а именно Ки-96, Ки-102 и Ки-108. Про некоторых из них информации практически нет, поскольку они были только в качестве прототипов, но тем не менее интересно проследить, как развивалась инженерная мысль в Японии, учитывая то, что Япония в середине 30-х годов очень быстро наверстывала остальные страны, и в Японии появилось очень много самолетов, которые высоко оценивались уже после войны иностранными, американскими в частности, специалистами, признанными мастерами в авиастроении. И с учетом того, что Япония очень быстро перешла к строительству качественных кораблей и качественных самолетов, есть даже мнение в интернете, особенно в последнее время распространяемое, что в Японии вообще ничего не было и даже велосипеды делать не могли. Есть несколько видео на эту тему, но отвлекусь и посоветую вам посмотреть вообще историю развития японских знаменитых фирм, типа там Panasonic или Olympus, когда они вообще начали свою историю и чем они занимались, тогда у вас все вопросы отпадут по поводу того, как Япония вдруг начала строить настолько совершенную технику. Вернемся к Ки-45. В середине 30-х годов во многих странах Европы стали появляться тяжелые истребители, и историю появления этих самолетов я рассказывал в видео про Bf-110. В двух словах предполагалось, что роль в будущей войне будет отводиться массированным налетом тяжелых бомбардировщиков, которые необходимо будет прикрывать тяжелыми истребителями, способными летать далеко, обладающих мощным вооружением. И вот это вот все. Одним из первых самолетов стал Bf-110, и немцы сильно обожглись с этой концепцией, поскольку выполнять роль истребителя такой истребитель-то как раз и не мог. Но японцы про все не знали, поэтому в Японии также загорелись такой концепцией, учитывая то, что летать на Тихоокеанском театре военных действий в будущем приходилось бы очень далеко. Поэтому, когда эта идея появилась в середине 30-х годов и окончательно оформилась к 1937 году, в Европе такие самолеты уже вовсю испытывались, но японцы, как всегда, не могли определиться, какой самолет им надо. В основном это было связано и с тем, что у них не было достаточного опыта в принципе в проектировании тяжелых двухмоторных машин, но были еще, как всегда, и проблемы политического плана из-за постоянного противостояния армии и флота, каждый из которых называл самолеты одни и те же по-разному, одни и те же двигатели называл по-разному, и вообще у них постоянно менялись требования. Но так или иначе, к 1937 году три основных самолетостроительных фирмы Японии, Kawasaki, Mitsubishi и Nakajima, получили заказ на проектирование трех самолетов Ки-37, Ки-38 и Ки-39 по спецификации тяжелого самолета. Требования к этим самолетам изначально были послаблены по сравнению с тем, что было в Европе, но даже это не позволило разработать машины, которые в теории могли удовлетворять современным требованиям. Поэтому от некоторых проектов отказались, и финально остался только проект фирмы Kawasaki, который был в дальнейшем и переименован в Ки-45. Финальные требования к нему применялись следующие: скорость 540 км в час на высоте 3,5 км, практический потолок до 5 км, и самое главное, продолжительность полета почти 5 часов, плюс еще 30 минут ведения боя. Так как этот самолет был тяжелым в плане своего вооружения, то у него было две пушки для стрельбы вперед и один пулемет для защиты задней полусферы. Однако в Японии были еще больше проблемы с авиационным двигателестроением, чем в других странах, и поэтому все, что было тогда в наличии, это лицензионные английские двигатели Bristol Mercury, которые развивали всего 820 лошадиных сил и в Японии именовались Nakajima Х-20. Делать, однако, было нечего, и пришлось поставить эти по тем временам достаточно маломощные двигатели, которые отличались еще и очень большими капотами, из-за которых у первых прототипов самолета Ки-45 были большие проблемы с лобовым сопротивлением. Вооружение также решили поменять, и вначале оно составляло одну 20-мм пушку Хо-3, два пулемета калибра 7,7 мм и один аналогичный пулемет, который должен был быть в задней турели.
В дальнейшем от 7,7 мм пулеметов очень быстро отказались, заменили задний пулемет на 7,92, передний на 13 мм, пушку оставили, но у первых прототипов было большое количество проблем. Японцам тогда приходилось решать поистине детские проблемы, потому что у первого прототипа, например, были убираемые вручную стойки шасси, которые только в последующих прототипах заменили на убираемые автоматически. Плюс с мотогондолами также было очень много проблем, и их всячески пытались уменьшить и даже пытались поменять направление вращения винтов, потому что первоначально оба винта вращались в одном направлении, из-за этого был срыв потока и значительное уменьшение скорости, которая достигала только 480 км в час вместо 540, напомню. Все это приходилось решать, но тем не менее повысить скорость и каким-то образом кардинально улучшить самолет не получалось, хотя, конечно же, определенные проблемы решить удалось. К концу 1939 года в постройке находилось аж 6 различных прототипов, на которых испытывались разные улучшения для того, чтобы повысить каким-то образом скорость самолета. Но на выручку пришла фирма Mitsubishi, которая предложила поставить на самолет свои новые 14-цилиндровые радиальные двигатели под названием Х-102, которые развивали уже 1080 лошадиных сил, и действительно это помогло, плюс к тому же изменилась форма мотогондол, которые стали более длинные, но менее широкие, в результате скорость самолета действительно возросла. Самолет при этом получил индекс Sky, случилось это в конце 1941 года, только разработка-то началась в 1937. И после этого он официально стал именоваться как армейский двухместный истребитель Т-2 модель А Торю, убийца драконов. Естественно, японцы бросили свой новейший тяжелый истребитель в самую гущу и отправили его на Новую Гвинею и в Бирму, на те острова, где шли наиболее ожесточенные бои в то время. И тут же сразу поняли то же самое, что и поняли немцы со своим БФ-110 на 3 года раньше, то что самолет этот как истребитель применяться не может. Однако же, по сравнению с П-38, про который, наверное, будет, я думаю, видео тоже, как последний из оставшихся известных двухмоторных истребителей, по сравнению с П-38 у Ки-45 была намного лучшая маневренность, и с П-38 они действительно могли соперничать, и Ки-45, по заверениям летчиков японских, был лучше и выигрывал. Однако с учетом того, что у американцев были и одномоторные легкие истребители, Ки-45 в качестве именно истребителя использовался крайне ограниченно и не очень успешно. Параллельно с тем, как разрабатывался Ки-45, одновременно разрабатывалось несколько машин на его основе, которые в дальнейшем развивались всю войну, и некоторые из них даже поступили на службу. Это те самые Ки-96, Ки-102 на его основе и Ки-108 на основе Ки-102, про которых рассказ будет уже в конце видео. А сначала необходимо сказать, что же сделали с Торю после того, как выяснили, что он не очень хорош в плане именно истребительном. Решили его переделать в штурмовик. Решение это было вполне логичным, потому что штурмовиков как таковых у Японии не было, а необходимо было штурмовать как небольшие суда, которые, например, высаживали десант на японские острова, так можно было и штурмовать различную бронетехнику, потому что своей бронетехники у Японии тоже было немного. Поэтому Ки-45 под индексом Кай-Б или Кай-Отсу, помимо 20 мм пушки, стал оснащаться орудием 37 мм, который являлся танковой пушкой тип 98. Но орудие, конечно же, мощное, учитывая, что это все-таки танковая пушка, но самолет с ней получился не очень удачным, учитывая то, что пушка эта перезаряжалась вручную, и даже максимальная теоретическая скорострельность составляла максимум 2 выстрела в минуту, а количество снарядов было в районе 10 штук. Поэтому таких самолетов финально было выпущено не больше 20-25, и по большому счету о эффективности их применения нет практически никаких данных. Несмотря на то, что Ки-45 в плане именно тяжелого истребителя прикрытия не использовался, он использовался просто как тяжелый истребитель и добился определенных успехов в уничтожении бомбардировщиков США во время дневных налетов. Однако в 1943 году количество дневных налетов стало уменьшаться и стало больше ночных налетов. И вот тут у Ки-45 открылось его второе дыхание. Как и БФ-110, изначально не предназначенный для того, чтобы быть ночным истребителем, Ки-45 был переоборудован в ночной тяжелый истребитель, но есть одно но. У японцев так до конца войны толком нормального радара, устанавливаемого на самолет, и не было.
Та единственная модификация радара, которая была, весила почти тонну и была, в общем-то, практически никакой, поэтому японцам приходилось ориентироваться на данные, которые передавались с наземных станций, и это, конечно же, сильно ограничило эффективность этого самолета. Модификация ночного истребителя Ки-45 представляла собой по факту тот же самый тяжелый истребитель, но у него были два дополнительных пулемета ХО-103 12,7 мм, которые располагались под углом вверх, между сиденьями стрелка и пилота, и по большому счету представляли немецкий аналог установки «Неправильная музыка». Но таких самолетов было немного, как я уже сказал, потому что эффективность их оставалась под вопросом. А вот чтобы повысить эффективность самолета с 37 мм орудием, было решено поставить на него новую пушку ХОС-203, которая была также 37 мм, но была с автоматической системой заряжания, что, естественно, повысило ее артиллерийские качества. Первоначально на самолетах эта пушка торчала аж на полметра из носа, но потом сделали новый носовой обтекатель, и поэтому самолеты поздних серий с этим мощным орудием отличаются от самолетов ранних серий тем, что они были остроносами. Самые продвинутые версии Ки-45, которые назывались Кай-С и Кай-Д, отличались тем, что у них была пушка калибра 37 мм, плюс еще ставились пушки Хо-5 калибра 20 мм, в установке «Неправильная музыка». И самолетов этих версий было вместе выпущено почти треть от общего производства самолетов, а именно 477 штук. Но были и еще более мощно вооруженные самолеты. Например, версия Ки-45 Кай Хейтей, на которой была и 37 мм носовая пушка, и подфюзеляжные 20 мм, и еще две 20 мм в неправильной музыке. Именно на таком самом мощном вооруженном самолете из всех Ки-45 летал один из самых эффективных летчиков-истребителей по уничтожению Б-29 Исаму Касииде, который заявлял в конце войны, что он уничтожил 26 Б-29. Американцы, конечно же, говорят, что такого количества не было, и в действительности он сбил только 7 самолетов, но тем не менее даже 7 суперкрепостей это все равно очень много. Только на последнем самолете типа Ки-45 Кай-Е был поставлен радар. Из-за того, что он весил целую тонну, пришлось убрать практически все вооружение, однако решили попробовать 40-мм пушку Хо-301 с дальностью стрельбы-то 150 метров, и всего таких машин было выпущено около одного десятка, и информации о том, что они как-то использовались в боевых действиях, нет. В середине 1944 года оставшиеся тяжело вооруженные Ки-45 постепенно перекочевали в метрополию и использовались в полках ПВО для того, чтобы защищать японские острова от участившихся бомбардировок Б-29. И именно там они и воевали до конца войны и составляли именно основу тех ПВО, которые защищали Японию до сентября 1945 года. Всего защищало Японию 4 Сентай, которые были экипированы этими самолетами, и по некоторым данным, например, 4-й Сентай уничтожил 150 бомбардировщиков Б-29, напомню, 26 из которых на счету Исаму Кашииде, но при этом, конечно, американцы эти данные опровергают, и даже если поделить это все на 4, все равно с учетом того, что у самолета не было радара и ему приходилось освещать бомбардировщики посадочными фарами и как-то их сбивать с учетом того, сколько было оборонительных точек на Б-29, можно сказать, что Ки-45 действительно был эффективным самолетом для уничтожения суперкрепостей. Некоторое количество Ки-45, несмотря на их высокую ценность, использовалось в качестве самолетов камикадзе, для этого на них вешали 500 килограммов бомб, и как минимум один эсминец Дикерсон они точно потопили у Окинавы 4 апреля 1945 года, когда два Ки-45 врезались один в мостик, второй в корму и практически разломили эсминец пополам. В результате погибло 54 члена экипажа. Всего за все время войны выпустили 1700 самолетов Ки-45, и несколько из них попали в том числе и в США, где американцы отметили, что этот самолет достаточно неплохо управляется, у него хорошие взлетно-посадочные характеристики, но вот
что касательно рулежки и обзора вниз-вперед или назад, то здесь все очень плохо, но так или иначе для японцев, которые очень быстро прошли этот путь от вообще ничего до самолета, который, ну можно сказать, почти на равных соперничал с Б-29 супервооруженными самолетами, это неплохая похвала. Теперь давайте откатимся немножко назад, а именно к 1942 году и посмотрим, что тогда было с разработкой новых самолетов. Некоторая инерционность в разработке новых типов самолетов в Японии всегда присутствовала. Я про это немножко рассказывал в видео про Zero, когда японцы, может быть, и хотели, но так и не смогли вовремя разработать замену для Zero, и он так и пролетал до самого конца войны. Но вот здесь вот сразу стало понятно, что на Ки-45 необходимо ставить более мощные двигатели. Этим более мощным двигателем должен был стать двигатель Mitsubishi, или как его именовали в армии Х-112. И Mitsubishi под этот двигатель разрабатывал в принципе свой самолет, у них был Ки-46, но аналогично предполагалось двигатель поставить этот и на Ки-45. Mitsubishi свои планы реализовала. Несмотря на то, что у Mitsubishi потом появилась своя версия продвинутого самолета под индексом Ки-83, тем не менее было решено разрабатывать и Ки-45, придав ему индекс 2. Назначением нового самолета было все то же, это уничтожение бомбардировщиков противника, потому что, как выяснилось, именно для этих целей он подходит лучше всего. Поэтому вооружение было то же самое, 37-мм автоматическая пушка, плюс 20-мм пушка и задний борт стрелок. Однако, учитывая то, что новые двигатели Х-112 обладали почти в 1,5 раза большей мощностью, было решено улучшить вооружение и заменить 20-мм пушки на более усовершенствованные, такого же калибра, сделать задний спаренный пулемет. И из-за того, что двигатели сильно отличались по своим размерам и по мощности, пришлось практически полностью переделать планер. И все это привело к тому, что получился по факту новый самолет, получивший индекс Ки-96. Во время своих всех этих доработок японцы не учли то, что вес самолета вырос почти на тонну, и весь тот прирост мощности от двигателей вылился всего в прирост скорости порядка 30 км в час, что, конечно же, в начале 1943 года уже не отвечало требованиям, которые хотели применить к этому самолету. Но делать в принципе было нечего, потому что дела у Mitsubishi с аналогичным самолетом не двигались, и поэтому было решено продолжать строить прототип Ки-96, который был готов к концу 1943-го. К этому моменту в кругах авиационного командования опять все поменялось, и ситуация поменялась на фронте, поэтому было решено самолет в том виде, в котором он разрабатывался именно для уничтожения бомбардировщиков, уже не делать, а сделать противокорабельный штурмовик. И таким образом родился самолет, который стал называться Ки-102. При этом полностью отказываться от роли перехватчика-бомбардировщиков не хотелось, поэтому в дальнейшем на Ки-102 возложили сразу две функции. Он должен был быть и высотным перехватчиком, и штурмовиком. Ну, как эта замечательная идея пришла в голову, не очень понятно, но тем не менее, как всегда, начальство приказало, надо реализовывать. Поэтому решили ограничиться тем, что планер самолета будет абсолютно аналогичный, а разница будет только в двигателях. Высотные версии перехватчика будут оснащаться только что разработанным турбокомпрессором, а низковысотные, соответственно, турбокомпрессором оснащаться не будут. Благодаря турбокомпрессору на высоте 6 км двигатель Х-112 развивал 1250 лошадиных сил, и практически столько он мог же развить и на высоте 8 км, при этом сохраняя 1100 лошадиных сил до практического потолка в 11,5 км. Вооружение при этом решили поменять и усилили его с 37 мм до 57 мм пушки Хо-401. При этом также оставили 20-мм пушки и в турель поставили 12,7-мм пулемет. Конечно, по сравнению с 37-мм пушкой 57 мм выглядело крайне грозно, но для того, чтобы бороться с кораблями, а именно противокорабельным штурмовиком предполагался этот самолет, для того, чтобы бороться с небольшими транспортами американскими, которые высаживают десанты на японские острова, там все было хорошо. Снаряд большой, траектория неплохая, и в корабль действительно можно попасть.
Но что делать, чтобы попасть в бомбардировщик, было, в общем-то, не очень понятно. У Ки-102, так же как и у Ки-45, было несколько индексов, в частности Кай-А и Кай-Б, которые отличались тем, что первые строились в модификации высотного перехватчика, а вторые в варианте штурмовика. При этом перехватчик потом пошел дальше и превратился в Ки-108, о чем чуть попозже. А пока что несколько слов о том, как эти самолеты все же применялись. Несколько Б-29, по некоторым данным, было сбито во время знаменитого налета с 9 на 10 марта 1945 года, когда Токио практически полностью был сожжен, и как минимум пару сбитых Б-29 записал на свой счет Ясухико Курой, который на момент войны был вторым по результативности истребителем армейской авиации Японии. Однако всего в тот день было сбито 14 сверхкрепостей, и сколько из них было сбито действительно Курой, в общем-то непонятно. Ки-102 в виде штурмовика с индексом Ки-102Б по сравнению с вариантом перехватчика хотя бы как-то использовались, в том числе и в ходе боев за Окинаву, но нигде ни в японских, ни в американских источниках нет точных данных о том, удалось ли им уничтожить хотя бы какое-то значимое количество судов, с учетом того, что помимо пушки у них также был вариант оснащения самолета бомбами, например, 2 по 250 или 1 на 500 или даже 800 килограмм. Ну и последний, Ки-108. По большому счету Ки-108 это тот же самый Ки-102, у которого было одно большое отличие — гермокабина, потому что летать на высоте 10 километров даже в кислородной маске было нельзя. Было несколько вариантов гермокабин, и с учетом того, что опыта проектирования их не было, японцы сошлись на варианте, когда в кабине с помощью компрессора создавалось давление аналогичной высоте в 3 километра, где плотность воздуха примерно 75% от уровня моря. Сама гермокабина представляла собой цилиндрической формы капсулу размером примерно метр на метр 70, внутри которой располагалось кресло пилота, приборная панель и органы управления. При этом эта гермокабина испытывалась и прошла успешно испытание, но прототипы с такой кабиной начали строиться только в середине, в конце 1944 года. Конечно, у японцев, как и у всех остальных, возникали вопросы, что произойдет при разгерметизации на большой высоте. И так действительно и случилось в одном из испытательных полетов, причем за штурвалом сидел уже нам знакомый Ясухико Куроя, который к тому моменту уже был асом, но одновременно и летчиком-испытателем и очень опытным летчиком на самолетах такого типа, поэтому когда у него во время полета сорвало гермодверь, он быстро перевел самолет в пикирование, снизился до безопасной высоты и все прошло достаточно штатно, что сняло некоторую напряженность по поводу того, что будет с самолетом при разгерметизации на больших высотах. Из-за сложностей с дальнейшим проектированием, из-за недоведенности двигателей Х-112 с турбокомпрессором, сложностями с интеграцией гермокабины в самолет Ки-102, реальные прототипы Ки-108 были построены только к марту-апрелю 1945 года, и в результате одной из бомбардировок оба этих прототипа были повреждены и отправились на ремонт в конце лета 1945 года, и так до конца отремонтированы не были. Поэтому от них ничего на данный момент не осталось, и вообще от всех этих самолетов сейчас есть только часть Ки-45, причем ведутся споры, какой именно это Ки-45, от него осталась только центральная часть фюзеляжа, которая экспонируется в американском музее, и с учетом того, что всех версий этого самолета с учетом Ки-102, которого было выпущено чуть меньше 300, всего 2000 штук, один только фюзеляж, ну это конечно прискорбно. В любом случае машины получились интересные, и Ки-45, и самолеты на его основе. Многие из них, конечно, так и не увидели войну, потому что японцы берегли тяжелые истребители-перехватчики для отражения возможного масштабного нападения на японские острова, поэтому американцы потом уже в дальнейшем захватили очень большое количество боеспособных Ки-45 и Ки-102. В любом случае самолеты оказали свое влияние и стали одним из тех, которые нашли свое место в истории японской авиации и успешно переквалифицировались как и в других странах, как это сделал БФ-110 с одной роли на другую. На сегодня все, что я хотел вам рассказать. Как всегда, надеюсь, вам было интересно и полезно. Не забывайте посмотреть несколько десятков других видео о истории самолетов, кораблей Второй мировой войны. А с вами был Фуриос, и до скорых встреч!